Привет, любители BTS. Действительно ли краткое молчание Чингука за кулисами скрывало правду? Или, возможно, это был самый честный намек на то, что на самом деле стояло за решением Тэхёна посетить показ Срлин, момент, который заставил HYBE наконец высказаться после месяцев безудержных спекуляций? Вопрос взорвал общественное пространство почти без предупреждения, с необычайной скоростью пронесшись по лентам фанатов и колонкам развлекательных СМИ. Это произошло не из-за драматического, открытого признания, а именно из-за отсутствия слов. Чингука, известного своей честностью и эмоциональностью, видели молчащим, когда снова обсуждались имя Тэхёна и показ Срлин. Для некоторых это молчание казалось громче любого заявления. И когда HYBE наконец решил высказаться, публика спросила, почему сейчас? И что ждало своего часа, чтобы быть раскрытым? Эта история начинается с вечера, который должен был быть простым. Тэхён посетил мероприятие Срлин, мирового дома моды, чья репутация давно связана с миром музыки, искусства и икон поп-культуры. Присутствие Тэхёна не было совсем уж неожиданным, его профессиональные и эстетические отношения с миром моды хорошо задокументированы. Однако то, что произошло после, вызвало бурю интерпретаций. Короткие видеоклипы, фотографии с определенных ракурсов и временные рамки, сопоставленные с внутренним расписанием группы, подогрели спекуляции. Была ли это просто профессиональная повестка? Было ли намеренно или непреднамеренно передано какое-то символическое сообщение? И почему реакция, или ее отсутствие, Чингука оказалась в центре внимания? Именно здесь современная динамика индустрии развлечений работает с почти академической точностью. В экосистеме, движимой вниманием, смысл рождается не только из официальных заявлений, но и из микродвижений, пауз и контекста. Молчание Чингука было истолковано как открытый вопросительный знак. Некоторые фанаты увидели в этом проявлении сочувствия, другие – замешательство, а немалое число восприняло это как сигнал о том, что есть вещи, о которых нельзя говорить. Не было никаких убедительных доказательств, только фрагменты, собранные публикой, жаждущей ясности. HYBE, как организация, управляющая этим большим повествованием, месяцами придерживалась стратегии сдержанности. С точки зрения кризисного управления, молчание часто является рациональным выбором, когда каждое слово может вызвать новые интерпретации. Однако у общественного давления есть точка насыщения. Когда слухи начали формировать альтернативную реальность, мир, в котором предположения распространяются быстрее, чем разъяснения, решение высказаться стало неизбежным. Заявление, которое HYBE в конечном итоге опубликовала, было не просто ответом, а попыткой перестроить рамки понимания. То, что представил HYBE, не было сенсационным признанием. Язык был выверенным, юридическим и осторожным. Присутствие Тэхёна на мероприятии Срлин было подтверждено как часть запланированной профессиональной повестки, соответствующей его творческим связям и глобальному представительству. Никаких скрытых мотивов, никаких неявных сообщений, предназначенных для прочтения вне контекста. Но именно в этом и заключается парадокс. Когда официальное заявление пытается закрыть пространство для интерпретаций, публика часто воспринимает его как приглашение к более глубокому прочтению. Действительно ли это разъяснение отвечает на все вопросы или только касается поверхности? Чингук в то же время не дал никаких публичных комментариев. В мире, привыкшем к мгновенным реакциям, его решение хранить молчание стало самостоятельным повествованием. Наблюдатели отметили, что Чингук часто выбирает правильное время и способ, когда говорит о личных или деликатных вопросах. Его молчание на этот раз было истолковано как осмотрительность, позиция, которая могла отражать внутреннюю солидарность и уважение к происходящим процессам. Но для фанатов молчание было эмоциональным. Была надежда на утешительную фразу, на признание, которое восстановит доверие. В исследованиях коммуникации молчание часто служит сообщением. Оно открывает пространство для размышлений, но также вызывает тревогу. Среди ARMY обсуждение переросло в глубокий семиотический анализ. Каждая улыбка, взгляд и пауза в последующих публичных выступлениях разбирались с почти научной точностью. Произошли ли изменения в динамике? Возникла ли дистанция,
Или все это было просто коллективной проекцией необоснованных тревог? Между тем, роль моды как средство выражения нельзя игнорировать. Показы Сырлин – это не просто гламурные сцены, это пространство, где переплетаются идентичности, бренды и культуры. Тэхёна с его художественной чувствительностью часто рассматривают как фигуру, которая соединяет музыку и моду. Его присутствие несет послание о свободе самовыражения и междисциплинарности. Однако, когда такая значительная фигура, как Тэхён, делает шаг, каждый его шаг воспринимается как заявление. Именно в этом контексте HYBE пытался утверждать, что не все движения являются символами и не все появления – манифестациями. Эмоциональная реакция фанатов стала еще одним неотъемлемым слоем. Многие признавались, что чувствовали тревогу не из-за недоверия, а из-за эмоциональной связи, которая строилась годами. BTS – это не просто музыкальная группа, это повествование о единстве, упорном труде и эмоциональной прозрачности. Каждая потенциальная трещина, даже если она иллюзорна, воспринимается лично. Именно здесь молчание Чингука становится таким значительным. Он не просто участник, он олицетворение эмоциональной честности, которую всегда прославляли. Однако были и голоса, призывающие к здравомыслию. Они напоминали, что артисты имеют право на профессиональное и личное пространство, не неся бремени чрезмерной интерпретации. Заявление HYBE, казалось, вторило этой точке зрения. Подчеркивая границу между профессиональной повесткой и спекуляциями, компания пыталась вернуть дискурс в более здоровое русло. Но была ли публика готова принять эти границы? Со временем продолжали появляться мелкие детали. Краткий комментарий от внутреннего источника, фрагмент старого интервью, который снова стал вирусным, и сравнение с предыдущими моментами, когда BTS сталкивались с бурей слухов. Схема казалась знакомой – молчание, спекуляции, разъяснение, а затем медленное принятие. Но у каждого цикла свои нюансы. На этот раз участие мирового мира моды и внимание к реакции Чингука добавили новый слой сложности. С академической точки зрения, это явление можно рассматривать как исследование того, как формируется смысл в современной популярной культуре. Информация больше не течет в одном направлении, она производится, распространяется и интерпретируется коллективно. HYBE, как институт, выступает хранителем повествования, в то время как фанаты – сотворцами смысла. Когда Чингук выбрал молчание, он, возможно, не собирался создавать новое повествование, но в этой экосистеме каждый коммуникативный выбор имеет семиотические последствия. Действительно ли существует скрытая правда? Или мы просто наблюдаем столкновение между ожиданиями публики и профессиональной реальностью? HYBE, возможно, и высказался, но не на все вопросы можно ответить официальным заявлением. Есть эмоциональное измерение, которое не поддается разъяснению, чувство, которое можно успокоить только временем и последовательностью действий. В течение нескольких дней после заявления HYBE напряжение медленно спало. Обсуждение стало более рефлексивным. Многие фанаты начали интерпретировать молчание Чингука как форму зрелости, способность сдерживаться посреди бури. Тэхён своими последующими действиями вновь подчеркнул свою сосредоточенность на работе. А HYBE своей коммуникационной стратегией пытался поддерживать баланс между прозрачностью и защитой. Однако эмоциональные следы не исчезли сразу. В этом есть урок о том, как публичные фигуры живут под коллективным микроскопом. Это напоминание о том, что за каждым кликбейтным заголовком и драматическим вопросом стоит человек, испытывающий реальное давление. Самым большим сюрпризом, возможно, было не то, что было раскрыто, а то, как публика научилась перечитывать молчание. В конце концов, эта история не только о показе Сырлин, не только о Тэхёне и не только о молчащем Чингуке. Это зеркало эпохи, где молчание может стать новостью, а разъяснение – породить новые вопросы. Истина в этом контексте – не одно окончательное предложение, а постоянно развивающийся процесс понимания. И, возможно, именно в этом и заключается ее привлекательность. Когда HYBE наконец высказался, публика поняла, что не все тайны нужно разгадывать в спешке.
Есть место для веры, для ожидания и для принятия того, что не каждое молчание скрывает конфликт. Иногда это просто задержка дыхания, пауза перед продолжением пути. Это молчание, если его растянуть, открывает более глубокий слой смысла, далекий от простого минутного слуха. В последующие дни атмосфера вокруг BTS и HYBE превратилась в пространство интенсивного общественного наблюдения. Каждая публикация в социальных сетях, каждое краткое появление в аэропорту, даже каждая пауза для вдоха в прямом эфире казались кусочком головоломки, которую пытались собрать миллионы пар глаз. Вопрос был уже не только в том, почему Тэхён посетил мероприятие Сырлин, а в том, почему этот момент стал настолько значимым, что заставил HYBE вмешаться, и почему Чингук решил позволить молчанию и дальше говорить за него. Некоторые аналитики индустрии развлечений видят в этом явлении логическое следствие положения BTS, которое вышло за рамки обычной айдол-группы. Они больше не просто музыканты, они – культурный институт. В таком контексте каждое индивидуальное решение автоматически считывается как коллективное отражение. Присутствие Тэхёна на показе Сырлин, которое на профессиональном уровне является стратегическим шагом по укреплению глобальных связей, на символическом уровне считывается как повествование о направлении, идентичности и даже будущем. Именно здесь публика начинает задавать вопросы в более философском тоне. Остается ли BTS единым повествовательным целым, или они вступают в фазу, где индивидуальные идентичности становятся все более заметными? HYBE в попытке подавить спекуляции настаивал на том, что эта динамика не признак смены ценностей, а естественная эволюция. Это заявление, хоть и составленное холодным корпоративным языком, несло в себе важное послание: индивидуальный рост не является синонимом раскола. Однако это послание должно было бороться с коллективными эмоциями фанатов, привыкших к сильному символу единства. Именно в этот момент молчание Чингука снова становится центром интерпретаций. Многие верят, что если и есть один человек, который может облегчить эмоциональное напряжение публики, то это Чингук. И именно поэтому его молчание казалось таким значительным. В развивающемся дискурсе также присутствовало повествование о психологическом давлении, с которым сталкиваются участники. Напряженные графики, глобальные ожидания и бесконечное внимание создают условия, в которых каждая реакция должна быть тщательно взвешена. Чингук, известный своим перфекционизмом и чувствительностью к чувствам фанатов, мог находиться на распутье между желанием высказаться и необходимостью поддерживать внутренний баланс. Молчание в этом контексте не пренебрежение, а сознательный выбор не усугублять ситуацию. Тем временем сам Тэхён казался последовательным в своем художественном образе, который он давно выстроил. Он не уклонялся от внимания, но и не отвечал напрямую на спекуляции. Такая позиция привела к интерпретации, что он решил позволить своей работе и профессионализму говорить за себя. Его присутствие на показе Сырлин, если смотреть с этой точки зрения, является логическим продолжением его творческого пути, а не политическим или эмоциональным заявлением о внутренней динамике группы. Однако в экосистеме, наполненной чувством эмоциональной привязанности, рациональные объяснения часто уступают предположениям. Со временем СМИ начали менять тон своих репортажей. От пламенных, кликбейтных заголовков появился более трезвый и рефлексивный анализ. Многие начали признавать, что эта буря была вызвана скорее информационным вакуумом, чем реальным конфликтом. HYBE своим одним официальным заявлением не закрыл все пробелы, но сделал достаточно, чтобы сместить фокус. Публика медленно осознала, что не было никаких больших скрытых скандалов, никаких темных истин, намеренно похороненных. Было просто слияние преувеличенных ожиданий и сложной профессиональной реальности. Тем не менее, эмоции никогда не бывают полностью рациональными. Для некоторых армий этот момент все же оставил свой след. Есть страх потери, тревога по поводу перемен и желание быть уверенным, что основы их единства все еще нерушимы. Именно здесь время имеет значение. На протяжении всей своей карьеры BTS неоднократно доказывали, что последовательность их действий более значима, чем минутные разъяснения. Каждая работа, каждое взаимодействие и каждая совместная сцена медленно сплетают ткань доверия. Если копнуть глубже, эта история также говорит о том, как публика проецирует свои эмоции на публичных фигур.
Молчащий Чингук стал чистым экраном, на который проецировались различные чувства. Некоторые видели печаль, некоторые – подавленный гнев, а другие – тихую зрелость. В действительности, без прямого заявления, все это остается в сфере интерпретаций. Иронично, но именно эта неопределенность и поддерживает жизнь этой истории. В определенный момент возникает более глубокий и редко озвучиваемый вопрос: действительно ли публика хочет правды или она хочет эмоций? Потому что правда часто проста и не всегда драматична, в то время как эмоции предлагают интенсивное вовлечение. HYBE, возможно, и представил свою версию правды, но эмоции публики требовали иного процесса для умиротворения. День за днем проходил, и внимание медленно смещалось на другие темы. Однако для тех, кто следил за этой историей с самого начала, молчаливый момент Чингука все равно запомнится как символический. Не символ конфликта, а символ того, насколько хрупок баланс между частной жизнью и ожиданиями в цифровую эпоху. Одно молчание может породить тысячи повествований, а одно разъяснение – привести к новым вопросам. Продолжение этой истории определяется не одним заявлением или одним модным событием. Оно определяется непрерывностью, тем, как BTS движутся вперед вместе, и тем, как публика учится читать с большей эмпатией. Правда, которую когда-то считали скрытой, возможно, никогда и не была скрыта. Она была лишь заслонена шумом. И посреди всего этого молчания Чингука, тем не менее, остается самым мощным напоминанием о том, что не все ответы рождаются из слов, и не всем истинам нужен громкий голос, чтобы быть признанными. Но история на этом полностью не заканчивается. Так же, как каждое крупное событие в истории BTS всегда имеет долгое эхо, которое ощущается только после того, как утихает толпа, после того, как высказался HYBE и внимание СМИ начало ослабевать, возникла более тихая, но более значимая фаза. Фаза, когда фанаты начали перечитывать все с более спокойной точки зрения. В этой фазе многие осознали, что эта полемика была не просто об одном модном событии или одном моменте молчания, а скорее отражением сложных отношений между артистами, агентствами и глобальной публикой, которая чувствует очень личную эмоциональную связь. Чингук в своих следующих нескольких появлениях не показал резких изменений. Он оставался профессионалом, сосредоточенным на тренировках, работе и общении по мере необходимости. Именно эта последовательность медленно сместила повествование. Молчание, которое ранее считалось подозрительным, начало пониматься как форма самоконтроля. В мире, который требует мгновенных реакций, способность не реагировать может быть самым сильным заявлением. Многие наблюдатели позже писали, что Чингук, казалось, выбрал более зрелый путь, отказываясь втягиваться в вихрь мнений, который мог бы навредить кому-либо в его кругу. Тэхён также продолжал в том же ритме. Он не уклонялся от внимания, но и не подливал масло в огонь спекуляций. Для некоторых фанатов такое отношение было успокаивающим. Было неявное послание, что ничего не нужно чрезмерно объяснять, что профессионализм не всегда требует публичной защиты. Его присутствие на показе Срлин, которое изначально считывалось как большой вопросительный знак, медленно помещалось в более правдоподобный контекст – глобальный артист, движущийся по множеству творческих сфер. HYBE, с другой стороны, казалось, учился на этой динамике. То, как они представили свои разъяснения, показало большую осторожность, как будто они осознавали, что каждое слово может стать заголовком. Их заявления не пытались подавить эмоции, а скорее подчеркивали факты и границы. С точки зрения кризисной коммуникации, эта мера считалась эффективной, даже если она не полностью утолила жажду публики. Но, возможно, целью было не мгновенное удовлетворение, а долгосрочная стабильность. Интересно, что обсуждение среди фанатов начало смещаться от подозрений к саморефлексии. Многие признали, что возникшая тревога была вызвана не просто тем, что сделал Тэхён, или тем, что не сказал Чингук, а страхом перемен. BTS стали эмоциональной константой для миллионов людей. Любой признак перемен, каким бы незначительным он ни был, кажется угрожающим. В этом контексте показ Срлен был лишь спусковым крючком, а не основной причиной беспокойства. Некоторые фанаты даже начали называть этот момент испытанием доверия.
Достаточно ли крепка связь между BTS и ARMY, чтобы выдержать без явного эмоционального разъяснения? Способна ли публика принять, что у участников есть свое профессиональное пространство, не приписывая это повествованию о расколе? На эти вопросы нет единого ответа, но процесс их поиска формирует коллективную зрелость фан-сообщества. С социологической точки зрения, это явление показывает, как современный фандом функционирует подобно большому эмоциональному сообществу. Возникающая реакция – это не только ответ на информацию, но и на неопределенность. Молчание Чингука стало символом этой самой неопределенности. Но со временем этот символ изменил свое значение с вопросительного знака на напоминание о том, что не все нужно явно переводить. СМИ начали закрывать эту главу в более нейтральном тоне. Ранее помпезные заголовки были заменены анализом индивидуальной карьерной эволюции участников BTS. Показ Сырлин и Тэхён больше не позиционировались как полемика, а как часть более широкой глобальной стратегии. Молчание Чингука больше не называлось «молчанием из-за конфликта», а скорее выбором не реагировать. Этот сдвиг в языке ознаменовал изменение общественного восприятия. Однако для некоторых фанатов эмоциональные воспоминания остались. Некоторые помнят ночи обсуждений, необъяснимую тревогу и надежду, что все будет хорошо. Эти эмоции, хотя теперь и более спокойные, являются частью истории их отношений с BTS. Глава, которая учит, что любовь к публичным фигурам также требует доверия и терпения. Если копнуть в самую суть, правда, которую когда-то называли скрытой, может быть, и не является большой тайной, ожидающей раскрытия. Правда проста и иногда трудна для принятия, что участники BTS – зрелые личности с разнообразными профессиональными путями и что не каждый момент нуждается в драматическом повествовании. Самый большой сюрприз в этой истории не в том, что раскрыл HYBE, а скорее в том, как публика научилась реагировать. Теперь, когда пыль начинает оседать, момент молчания Чингука и присутствие Тэхёна на показе Сырлин можно рассматривать как одну точку на длинной линии пути BTS, точку, которая на короткое время была увеличена вниманием, но в конечном итоге вернулась к своим должным пропорциям. Это не меняет направление истории, это лишь добавляет слой сложности, который обогащает понимание. И, возможно, именно в этом и заключается ее эмоциональная ценность. Что за кликбейтом, шокирующими вопросами и драматическими заголовками лежит более тихая, но более мощная реальность. Реальность о доверии, зрелости и развивающихся отношениях между артистами и фанатами. Чингук, возможно, ничего не сказал тогда, но именно в его молчании многие люди научились слушать по-другому.